Всем привет! Вы на канале World of Money, Мир банкнот. С вами Артур. После небольшой паузы на моем канале снова очередная распаковка и пополнение коллекции банкнот. Вот письмо, которое я получил. Откроем его быстренько. Внутри, как это чаще всего бывает, плотный картон. Хотя в прошлом моем обзоре вы видели, какие еще бывают упаковки. Редко, но бывают. И от этого никто не застрахован. От души желаю, чтобы никому не попадались такие продавцы, которые безответственно относятся к упаковке. А этому продавцу большой респект. Итак, плотный картон, строительный скотч, как я и люблю. Откроем. И вот, друзья, внутри банкноты в очень хорошем холдере. Это, кажется, фрагмент листа для банкнот Numis немецкой фирмы Leuchtturm, что в переводе с немецкого означает «маяк». Здесь, друзья мои, иностранщина. Как обычно, охотился за одной банкнотой, а вместе с ней нашел и купил несколько других, интересующих меня банкнот. Мигом надеваем перчатки. И все по порядку рассмотрим. Итак, первая банкнота. Южноафриканская республика, 1 ранд 1973-75 годов. Недатированный выпуск 1973-94 годов. В 1973 году были выпущены две практически одинаковые банкноты номиналом в 1 ранд, которые отличались тем, что на одной банкноте название банка-эмитента было напечатано вверху на английском языке, внизу на языке африканс. Один из германских языков до начала 20 века считался диалектом нидерландского, и он является одним из 11 официальных языков Южноафриканской республики. А на второй банкноте названия поменяли местами. Вверху на африканс, внизу на английском. По каталогу Пика они определяются под номерами 115 и 116. В одном из моих недавних обзоров, если кто помнит, я показывал вам похожую банкноту. Вот она. На первый взгляд они кажутся одинаковыми, но они все же отличаются. Вот как видим, название банка-эмитента в верхней части банкноты написано на разных языках. Как уже говорил выше, на банкноте, которой я пополнился сегодня, надпись вверху выполнена на языке африканс, а внизу на английском. А на банкноте с прошлого обзора эта надпись вверху на английском, а внизу на африканс. В остальном они практически одинаковые. И водяные знаки тоже одинаковые. Только серийные номера разные. Эти отличия и разделяют эти две банкноты на разновидности по каталогу Пика Краузе. P115 100, что у меня была, и 116 банкнота, которую я пополнился сегодня. Для полноты коллекции решил ее взять. Лицевая сторона. Ян ван Рибек, полное имя Йохан Антониссон ван Рибек, нидерландский колониальный администратор и мореход 17 века, основатель города Кейптауна, второго по численности населения города Южной Африканской Республики. В центре цветок протеи, род артишоковых, является национальным символом ЮАР. Водяной знак портрет Рибека. Оборотная сторона. Сельскохозяйственный пейзаж. 2 барана, плуг на кукурузном поле на фоне гор, также растения, овощи и фрукты. Размер банкноты 120 на 57 мм. Средняя цена такой банкноты на российских торговых площадках 300 рублей. Следующая банкнота. Непал, 10 рупий 2005 года. Полимерная банкнота недатированного, модифицированного выпуска 2005-2006 годов. Все остальные номиналы в этом выпуске бумажные. Ранее, в 2002 году, была выпущена очень похожая полимерная памятная банкнота номиналом 10 рупий, посвященная коронации короля Гянендры,
который вступил на престол 4 июня 2001 года после своего племянника короля Дипендры, убитого в результате трагических событий в первый день лета 2001 года в резиденции королей Непала. Отличаются эти две банкноты тем, что на памятной банкноте вокруг прозрачного овального окошка с водяным знаком имеется пояснительная надпись на непальском языке о памятном событии и немного изменены как шрифты на непальском, так и цветовая гамма. Лицевая сторона. Портрет короля Гьянендры в короне с перьями слева. В центре Чанда Нараян или Гаруда Нараян, каменная скульптура 7 века из храма Чангу Нараян, бога Вишну верхом на Гаруде. Гаруда – летательный аппарат бога Вишну с человеческим лицом. Водяной знак короны из перьев. Оборотная сторона. Семья пасущихся гарн. Гарны – это некрупные винторогие антилопы, обитающие в Непале. Логотип банка и герб Непала. Размер банкноты 133 на 70 мм. По каталогу Пика она определяется под номером 54. Разновидностей нет. Средняя цена такой банкноты на российских торговых площадках – 100 рублей. Следующая банкнота. Филиппины. 10 песо 1970-х годов. Недатированный выпуск 70-х годов с печатью банка третьего типа. Всего различают 5 типов печатей Центрального банка Филиппин. Лицевая сторона. Портрет Аполлинарио Мабини. Филиппинский юрист, государственный и политический деятель, первый в истории премьер-министр и министр иностранных дел Филиппин, мозг филиппинской революции. Имеется водяной знак, портрет Мабини, но его прикрывает геляширный узор. Также есть сегментированная защитная нить. Оборотная сторона. Церковь Барасуан. Римско-католическая церковь, построенная в 1888 году в Малолосе, в городе примерно в 42 километрах от Манилы, столицы Филиппин. С оборотной стороны, как видим, водяной знак виден четче. Размер банкноты 160 на 66 мм. Номер по каталогу Пика 154. Разновидностей нет. Средняя цена такой банкноты 150 рублей. Идем дальше. Следующая банкнота. Испания. 25-50 1931 года. Регулярный выпуск 1931 года. Очень красивый выпуск. Это первый выпуск, представленный после провозглашения Второй Испанской Республики 14 апреля 1931 года. Введен в обращение в 1937-38 годах. Банкнота, как видите, не в очень хорошем состоянии, но по очень такой хорошей цене, что жалко было не брать ее. Лицевая сторона. Автопортрет испанского художника 18-19 веков Винсента Лопеса Портании, считавшегося лучшим испанским портретистом своего времени. Водяной знак – женский античный портрет в шлеме. Оборотная сторона. Фрагмент эскиза аллегории учреждения ордена Карлоса III «Ла Музыка», фреска на потолке Пьеза де Вестир Фердинанда VII в Королевском дворце в Мадриде. Размер банкноты 121 на 80 мм. По каталогу Пика определена под номером 154 без разновидностей. Средняя цена такой банкноты в хорошем состоянии от 1500 рублей. Следующая банкнота. Югославия. 1000 динар 1974 года. Выпуск 1974 года в дополнение к выпуску 1968-70-х годов. Лицевая сторона. Крестьянка, держащая фрукты и овощи на фоне сельскохозяйственного пейзажа. Водяного знака нет. Но есть сплошная защитная нить.
Оборотная сторона. Крупное обозначение номинала в геляширной розетке. Размер банкноты 163 на 78 мм. По каталогу Пика Краузе определена под номером 86, разновидностей нет. Средняя цена такой банкноты 150 рублей. И последняя банкнота, друзья, банкнота, из-за которой был сделан весь этот заказ, это Исландия, 500 крон 2001 года. Продолжаю пополнение банкнот Исландии. После проведенной деноминации 100 к 1 в январе 1981 года в обращение поступила новая серия банкнот номиналом 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 крон. Их выпуск был произведен Центральным банком Исландии согласно закону номер 10 от 29 марта 1961 года, о чем свидетельствует надпись в левой части лицевой стороны банкнот всех номиналов. В период с 1993 по 1995 год была выпущена обновленная серия банкнот номиналом 100, 500, 1000 крон и новый номинал 2000 крон. Они были выпущены согласно закону номер 36 от 5 мая 1986 года. Номиналы в 10 и 50 крон были заменены монетами в 1984 и в 1987 годах соответственно. С 2004 года начинается перевыпуск номиналов 500, 1000, 5000 крон и выпускается новый, самый крупный номинал в 10 тысяч крон, поступивший в обращение в октябре 2013 года. Эти банкноты выпускались согласно закону номер 36 от 22 мая 2001 года. Банкнота, которую я приобрел, принадлежит выпуску 2001-2013 годов. Поступила в обращение в октябре 2005 года, и она несколько отличается от банкнот того же номинала прежних выпусков. Об отличии поговорим чуть позже, а сейчас рассмотрим ее поближе. Лицевая сторона. Йон Сигурдсон, исландский ученый и государственный деятель, президент Исландского литературного общества, борец против датского колониального гнета. Народ Исландии почитает его отцом Отечества. Водяной знак – портрет самого же Йона Сигурдсона. Кстати, на всех номиналах всего этого выпуска водяным знаком является портрет Йона Сигурдсона. Присутствует также оконная защитная нить с надписью 500 КР, 500 крон. Оконная защитная нить – это такая разновидность защитных нитей, когда в бумагу помещена прозрачная полимерная лента. Отсутствие бумаги в области окна дает возможность увидеть различные специфические визуальные эффекты. Оборотная сторона. Йон Сигурдсон за работой. Видим письменный стол, письменные принадлежности, книги и большая газовая лампа. Ниже справа изображено здание ученой школы или младшего колледжа в Исландии, находится в Рейкьявике, столице. Размер банкноты 145 на 70 мм. Номер по каталогу Пика 58А без разновидностей. Теперь поговорим об отличиях. Как видим, на банкнотах предыдущих выпусков с лицевой и оборотной стороны изображение находится внутри белого поля банкноты. На этой же банкноте изображение сверху и снизу сплошное, оно не ограничено полем. Средняя цена такой банкноты на российских торговых площадках – 1000 рублей. Такое было у меня сегодня пополнение, друзья. На этом этот обзор подошел к концу. Всем большое спасибо за просмотр. Буду вам очень признателен за оценку и комментарии, а также за подписку на мой канал. Всем здоровья, добра, мира и успешных пополнений. До новых встреч!